Торгово-развлекательный центр Вегас. Базар. Базар. Мне сказали здесь вот пахлава, хаус. Простите, это не вы, Заур? Здравствуйте, добро пожаловать. Очень приятно с вами встретиться. Это наш фирменный бутик азербайджанских сладостей. О, какие упаковки красивые. Шакер-бура, шоргогал, пахлава. Пахлава приготовлена при открытии магазина в 2009 году. Консервантов нет, натуральный консервант это мед. Но это уже очень как реликвия, да? Да, это реликвия. Это разновидности пахлавы. Пахлава, шафран. Кенджинская пахлава. Может быть, ваши мастера покажут сегодня хотя бы пару несложных, простых сладостей? С большим удовольствием покажем, продемонстрируем. Так, здравствуйте. Здравствуйте. Я хотел попросить вас, чтобы вы приготовили какие-то азербайджанские восточные сладости для наших зрителей в Ютубе. Да, мы сегодня готовим шоргогал. Это Шоргогал. национальная азербайджанская выпечка. Да. И что нам для этого понадобится? Нам Покажите, пожалуйста, понадобится расскажите. мука, Так. сметана, яйцо, подсолнечное масло, молоко, дрожжь и куркума. Мы начнем с муки. Добавляем туда 10 грамм соль, Сколько здесь муки, скажите, пожалуйста. 500 грамм. Потом добавляем 100 грамм сметаны. Туда подсолнечное масло 20 грамм. Потом яйцо. Молоко подогреваем немножко. А какой температуры примерно молоко должно быть? Ну, где-то 70, вот так. Вы расскажите, а вы уже давно работаете кондитером? Да, уже 6 лет. А где вы учились этой работе? Меня научили кондитера. А вы сами родом откуда? Я вижу, что вы не из Азербайджана. Я По-моему, с Узбекистана. прекрасно. Значит, вы моя землячка. Давайте посмотрим, молоко если нагрелось. Что сейчас будете брать? Пол чайной ложки сахара. А молока сколько у вас здесь было, скажите? 200 грамм молока. 200 грамм молока, ну стакан молока, можно сказать, да? Куркума. Чайная ложечка куркумы. И это сухие дрожжи, да? Обычные сухие дрожжи да, из пачки. сухие дрожжи. Вы взяли 4 чайные ложки, но они вот совсем-совсем маленькие, да? Да, Они это такие по грамму почти. И в мешалку все. в миксер. Да. Но на самом деле вручную тоже можно было бы замесить это тесто. Да, можно. Но если есть тестомес, если есть какое-то кухонное оборудование дома, конечно, удобно. Я, например, предпочитаю использовать электрические какие-то приборы на кухне, если они помогают, если они не портят качество продукции. Ну вот и готово тесто, я думаю, да? Да, уже почти готово. Так, вот вы сейчас замесили тесто и хотите убрать его в пакетик, да, целлофановый? Да. И убираем, чтобы тесто подошло. И теплым укрываете. Ну правильно, тесто же дрожжевое у нас сегодня. И чем сейчас займемся? Пока шоргогал подойдет, мы делаем шекер-буру. Ну давайте. Для шекер-буру нам понадобится мука 500 грамм и Ага. сметана 100 грамм, Так. маргарин 125 грамм. Это для теста, да? Да, это для теста. И яйцо 1 штуку. Это сахар или ванилин? Ванилин, это ванилин. Ага. Ну, по всей видимости, сахар, содержащий ванилин, да? Да, сахарный. Нам понадобится молоко примерно 65-70 грамм. И мы добавляем туда 2 грамма дрожжи. Сухие дрожжи Да. из пачки, как обычно, да? В тестомес, да, все снова положим? Хорошо, давайте.
Индира, ну, тесто, я думаю, уже почти что готово. Да, уже готово. Убираем тесто. А это тесто, я смотрю, такое довольно тугое, да? Оно Да. почти что как песочное тесто, да, получается, да? И взвешиваем по 40 грамм. Это на каждое изделие уходит 40 грамм, да? Да. Вообще, шакер-бура чем-то напоминает вареники или чебуреки. Вот слышите, шакер – это сахар, бура – это бурек, пирожок. То есть вот чебурек, чик-бурек, то есть чик – слово сырой, сырой фарш, чик-бурек, пирожок с сырым фаршем, да? Бурек, барак, варак – все это слова одних и тех же корней. И вот шакяр бурек или шакяр бура, как говорят по-азербайджански, означает, что пирожок, по сути дела, с сахаром. Но у нас же в начинке будет не только сахар, что еще будет в начинке? Там идти? будет фундук Так, жареный, ага, ваниль ага. и приправа там кардамон. Самое главное, здесь вот особое тесто, песочное тесто. В домашних условиях, я думаю, что многие предпочли бы приготовить это тесто со сливочным маслом. Да. Если с натуральным сливочным маслом сделаете дома, то желательно бы дней за 5 хотя бы съесть, потому что сливочное масло имеет свойство прогоркать. Вы же не будете эти изделия в холодильнике хранить. Да. И, значит, сейчас вы вот из этих заготовок катаете такие шарики, да? Да. Ну хорошо, вот это тесто у вас готово. И что сейчас с ним будем делать? Мы поставим на 20 минут в холодильник. Тесто постояло в холодильнике, да? И сейчас И мы оно уже готово к начинаем дальнейшей катать работе, да? небольшими. И убираете снова в целлофановый пакет, да? Чтобы Ну, тесто чтобы не они, высохло. да, не высохло. Все время в пакете. Итак, Начинаем начинка, уже, да? да. Это начинка, которая состоит из орехов, ванили и Кардамон. кардамон. Это жареный фундук, чищенный. Вот, даже вот эту вот, которую оболочку тоже убираете, да? Да. Начинка должна быть белая. Ну, вот практически как пирожок такой делаете, да? Да. Как вареник делаете. Надо делать так, чтобы начинка не выходила из теста. Она не портит высыпалась. вид, да. Получаются толстенькие такие, красивые. Ага, и теперь вы как бы косичкой делаете, да? Да. Последняя осталась. Вот это вот долго учиться надо, вот такую косичку делать, как вы делаете. Очень красиво у вас получается. Долго вы учились? Где-то на 2 дня уже я научилась. Да. Молодец. Понимаете, люди, которые любят покушать и которые любят готовить, они не жалеют времени на то, чтобы сделать свою еду красивой. И вот это, то, что сейчас сделано здесь, вот то, что сейчас лежит на столе, это еще не все. Такие красивые у нас получились эти вареники, бура, Шакар-бура. бурехи, как их назвать? Что теперь мы с ними будем делать? Украшать будем. Ух ты, ну-ка, подождите. То есть такими щипцами вы вот создаете такие узоры на них, да? Да, можно и другие вариантами украшать. А покажите эти щипчики, вот так вот покажите, пожалуйста, их мне. Ага. Вот такие специальные щипчики изготавливаются для того, чтобы делать Шакер-буру.
Слушайте, вот сколько работы над каждым одним, да, получается? Ну, где-то 20 секунд уходит надо. Это у вас 20 секунд. А, например, если я буду делать, у меня полчаса уйдет на один, потом я все равно все вот так вот возьму, помну и выкину. Ну ты смотри, а. Молодец. Смотри, как красиво. Вот мы закончили украшать и прокалываем с иголочкой, чтобы воздух вышли оттуда, чтобы наши украшения не испортились. Ага, чтобы когда будет выпекаться, чтобы не Да. надулись, они не порвались, да? Вот такие маленькие дырочки делать, почти что незаметно они, глазами их не видно, Да. но они есть, да? И отправляем в духовку градусом 125 на 150. 125 на 150, а сколько минут будет стоять? Где-то за полчаса будет готово. Вот наше тесто подошло. Так, ну-ка покажите. Это шорбугал. Ого, Видите, какой как большой. она большой стала, Да. пышная? Большое и мягкое стало, да, смотри? Да. И мы это тесто разделим на 10 частей. Вот эти части уже вы не взвешиваете, так глазами делаете, да? Да. Можно и взвешивать. Дома раньше все готовили, без весов готовили, ничего, нормально получалось. Индира, а вот это вот у нас что, топленое масло? Это чисто топленое сливочное масло. Так вот подкатываете, да, делаете кругленькие, одинаковые. О, какие красивые получаются. Немного муки, да? Да. Так, а ролик для чего нам? Чтобы смазать масло. Так, а здесь что у нас происходит? Сколько вы тут уже у вас листов теста? 2 одновременно катаете? Тесто может немножко рваться, вы не бойтесь, это ничего страшного. Обычно, когда тесто очень Слишком тёплое, тонкое, поэтому немножко можно и... может и порваться. Да? Да. Чисто топленое масло, говорите, да? Чисто топленое сливочное масло. Хорошо, отлично. И каждые 2 слоя будем сыпать начинку. Как много масла вы берете? Так надо, да? Да, это так надо. Что у нас здесь в этой начинке? Здесь есть зира, Так, кориандр, ага. розьяна, соль, мука и желток. А желток, Черный перец. а желток как? Откуда? Почему он становится таким, как рассыпчатым? Что с ним делать, с этим желтком? Но они все вместе, когда перемешаются, желток тоже перемешается. В начинку добавляется и топленое масло сливочное. Молодец, смотри, как у тебя получается, красиво. Потому что здесь тесто уже настолько тонкое, что раскатать его скалкой невозможно.
А вот такими движениями, вытягивающими, ударяющими движениями, тесто раскатывается. И посмотрите, ну вот оно вот, видите, какое оно? Оно вот тоньше газетной бумаги, через него читать можно. Знаете, вот наверняка кто-то может сказать, что очень много масла, да, используется. Вы возьмите и посмотрите, как готовится настоящий французский круассан. Вы посмотрите, сколько туда масла идет. Вообще французский десерт – классика. Французские, итальянские десерты, все, что связано с тестом, все, что связано с народной кухней, это везде масло, 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 а потом еще сверху сливки. То есть из обычных продуктов, которые есть везде, за счет того, что вкладывается много труда, получается какое-то уникальное изделие. Не достигается это за счет того, что какие-то там заморские орехи используются или специи, которых нет нигде. Нет, все эти специи вот можно пойти на любой рынок и купить. А много работы. Вот и весь секрет. Ну и потом, конечно, то, что мы сейчас готовим, это не рассчитано на то, чтобы этим питаться круглосуточно. Это не едят 3 раза в день. Это едят несколько раз в году, на праздники, какие-то торжества. Ну уж, конечно, когда Навруз, то уже тут обязательно каждый должен покушать хоть один кусочек такое угощение. Причем от разных угощений желательно, да? Еще растягиваете, да? Уже вот все Да. вместе, все 10 листов, все вместе растягиваете. О. Вот это я никогда не видел, как делают. Я в первый раз тоже вместе с вами, я сейчас первый раз смотрю. Конечно, меня это удивляет. Посмотрите, в какой огромный лист все это раскаталось. Вообще вот шоргагал-то я первый раз вижу, как его готовят, но, разумеется, я его пробовал и ел. Обычно с чаем подают, а мне как-то хочется его употреблять, может быть, вместе с теплым молоком. Может быть, вот теплое молоко, мед и шоргагал. Вместе вот такое сочетание мне нравится. Сколько положено, Индира? 110 грамм. У тебя все так и получается. Так, краешек взяли. Вот сюда как бы внутрь его подвернули. Опа, опа, я не понимаю, как это сделано. Подождите, подождите. Ну, что вы давайте теперь медленно. Теперь медленно покажем. Мне самому непонятно. Так, нашли кончик. Вот сюда его подмяли. Так. Раз, и получается такая розочка. Выпекать будем? Не, это оставим на 20 минут. Покрываем с пакетом Так. целлофановым. И оно постоит, должно подойти, да? Да. Индира, как вы думаете, может быть, уже готово? Слушайте, что-то уже так пахнет вкусно. Ждать не могу больше. А они вот такие белые остались. Так надо? Да, да, это и так и должно. Ну-ка, покажите. Ага, здесь вот снизу чуть подрумянились, а сверху они остаются, белые остались. остаются белые. Потому что печка нагревалась только 125-150 градусов. Фактически и это тесто как бы должно быть подсушенным. Вот оно не должно зарумяниться. Они так и должны остаться беленькими, светленькими. Легкими. Но, в принципе, это полностью готовое изделие. Хоть сейчас подавай к чаю. Ну как, вот прошло 10 минут, как мы шоргагал закрыли. Как они? Снова чуть-чуть увеличились в размере, да? Да. Теперь будем красить. А что это такое? Чем вот вы собираетесь красить? Чем это? Яйцо. А яйцо берется только желток, наверное, да? Не, общий. Но если кто хочет сам сделать это, то могут добавить, например, шафран. Хотя, откровенно говоря, если смазать просто яйцом, тоже красиво будет. Но вот полагается, все-таки это восточная сладость, все-таки это восточное украшение.
полагается сделать яркими, полагается сделать красивыми. И сыпаем кунжутом. Белый, черный. Смесь Да. кунжута белого и черного. И отправляем в духовку с градусом 175 на 175. О, какие красавцы! Принесите, покажите. Значит, мы испекли сегодня шахербу с разными узорами. Мы сегодня испекли шорбарал. Индира, ну вы же здесь не одна работаете, наверное, да? Кто еще у вас здесь работает? Давайте весь коллектив позовем. Так, поместимся? Давай, поместимся. Ты сзади вставай. Иди сюда, Индира, давай становись. Вот так, так. Это уже не просто кондитерские изделия. Это произведение искусства. Зау, хочу я тебя поблагодарить за то, что ты так относишься к нашему народному достоянию, национальному азербайджанскому достоянию, национальной кулинарии. Делаешь свою работу хорошо. Спасибо большое, взаимно, но до вас нам еще далеко. От продвижения азербайджанской культуры и азербайджанской кулинарии. Нет. Спасибо большое. Поздравляю вас всех с наступающим праздником. И всех поздравим, всех, кто смотрит это видео, всех поздравляем с праздником Навруз. Празднуйте вместе с нами. Это хороший праздник, это добрый праздник. Это праздник, когда люди угощают друг друга, когда наступает новое лето, новый день, новая жизнь.